Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же новая поклонница у вас появится? Или, может быть, есть уже, кто-то мечтает о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Так... Ну, смотрите, очень четко проигрывается то, что у вас произошел либо же разрыв, развод с женщиной. Но эту женщину вы до сих пор помните. Вот она еще живет у вас не только в мыслях, но я думаю, она еще как бы частично живет у вас и в душе. Вы, возможно, даже все больше думаете о ней. Вы стараетесь, да, у некоторых из вас, опять же, может проигрываться, что вы следите за ней, где-то подсматриваете, где-то спрашиваете, допустим, общих знакомых там, которые с ней пересекаются, как она живет, да, появился ли у нее кто-то, что она думает по поводу вас. Ну, то есть могут проигрываться такие моменты, что вы все еще, пусть не напрямую с ней, да, но как-то пытаетесь разузнать, как она, что она, потому что вот есть некоторая такая доля того, что вы хотите все равно в душе помириться с ней. Несмотря на то, что вот да, вот сейчас вы находитесь в таком состоянии, ну, смятения души, смятения чувств, как будто вот вы запутались в жизни, вы не знаете, что делать. Хотя, в общем-то, знаете, вот вас могут еще на плаву держать дети. Вот я могу сказать, что дети это у кого есть, конечно же, они, потому что это общий расклад. Вот дети это тот якорь, который вас держит, который не дает вам совсем уж утонуть. Вы, вот у кого есть дети из вас, очень такой хороший, заботливый отец. Для вас дети это ваше все. Вы даже можете, допустим, проигрывается, что помогать помимо алиментов еще можете и содержать их, да, и стараться как-то больше проводить времени с детьми. Ну, то есть, как отец, вы очень хороший. Либо же еще может проигрываться, что вы хотите иметь ребенка, либо же хотели вот иметь ребенка с вашей женщиной, с которой у вас не сложилось. То есть вы не успели, да, вот, то есть ребенок это, ну, ваша такая вот мечта была, может быть, да, вот давняя мечта, которая по тем или иным причинам, вот из-за вашего разрыва, она не успела осуществиться, да. То есть не всем повезло. У некоторых проигрывается, что уже есть ребенок, некоторые же, опять же, да, поскольку общий расклад, не успели вы, хотя очень хотели. Это, конечно же, зависит и от разных жизненных обстоятельств. И у кого-то из вас могут проигрываться, допустим, женщина не хотела ребенка какой-то период, либо же были по здоровью какие-то проблемы. Ну, то есть по той или иной причине как-то вот оттягивали вы рождение ребенка, да. Может также проигрываться еще, что вы хотели, либо же ваша женщина бывшая хотели пожить для себя, да, то есть там несколько лет, допустим, сейчас, допустим, очень модно, да, особенно среди молодежи, вот хотят они пожить для себя. Так, что еще сейчас коротко посмотрим, что еще проигрывается в вашей жизни. Вот, ну, все крутится вокруг того, что вот плохо, плохо морально, плохо на душе, плохо на сердце. И, конечно же, из-за того, что рядом нет женщины, нет любимой женщины. Опять же, может проигрываться, что, знаете, вот плохо до такой степени, что, ну, я даже не знаю, вот какие слова подобрать, да, что вот как бы смысл жизни потерян. Вот депрессивное, апатичное может проигрываться состояние. Это состояние одиночества в толпе. Причем, вот я смотрю, да, из расклада в расклад, я думаю, некоторые заметили уже, что в принципе очень схожие ситуации выпадают. Может быть, конечно, потому что меня смотрят вот мои подписчики многие, да, ну то есть многие те же самые люди смотрят, одни и те же. То есть проигрывается вот такая постоянная какая-то апатичная, вот депрессивная волна.
состояние одиночества, когда вот хочется, вроде бы и бывшую хочется вернуть, но в то же время вы понимаете, что нет, это невозможно. Ну, то есть вот такие какие-то у вас, знаете, как на разрыв, просто раздвоение личности какое-то. Вроде бы и хочу, и все, а с другой стороны, не хочу ее видеть, слышать, мне больно, да, ну, то есть вы понимаете, да, вот, может быть, я немного не такие слова вам подбираю, ну, то есть смысл, что и хочется, и колется, вот, вроде бы и нужна, и в то же время все, давай, до свидания, да, потому что обидела, унизила, и теперь смысл жизни потерян, все потеряно, ну, то есть вот такие пессимистические настрои. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад, да, кто же будет проигрываться. Ой, спешит кто-то ко мне. Какая же женщина мечтает о вас, ваша тайная поклонница, да, вот она красотка такая у нас объявилась. Так, смотрите, женщина пришла, она вот почему-то мне идет такая внешне довольно таинственная, она очень непростая, скорее всего, может проигрываться брюнетка. Она знает себе цену, она такая вот и себе на уме. Она, ну я не могу сказать, что она эгоистичная, нет. Но вот периодически, знаете, вот есть такие люди, которые могут, ну, взглядом убить просто. Вот смотрит на тебя, и ты понимаешь, что все, тебя испепелили. Вот если такие люди злятся, то это все. Держите меня семеро, что называется. Лучше не подходите, потому что это все. Она имеет такой жестковатый, как для женщин, характер. Очень непростая дамочка. Довольно такая она и ухоженная, она интересная. Вот на нее, вот знаете, на таких женщин им вслед оборачиваются обычно мужчины. Вот она какая-то такая довольно сексуальная. Вот энергетика такая от нее идет, ну, зашкаливающая. Она всегда ярко одета. Вот такие женщины, как она, они ярко одеты, они со вкусом одеты. Это может быть и походка такая, вот знаете, манящая сексуальная походка. Ну, то есть, ну, глаза абсолютно нормально и естественно он остановится на такой женщине. Ну, просто глаз упадет и все. Такие женщины довольно сильно привлекают мужчин и нравятся мужчинам. Она еще, знаете, довольно страстный человек. Вот она страстный, но в то же время она переборчива в мужчинах. Она не будет лишь бы с кем связываться. У нее всегда есть цели, у нее есть планы. Она очень целеустремленная. Она вот если задается идеей, она такая вот окрыленная вся становится. Она, кстати, я вам скажу, может проигрываться, либо же она потеряла вот ребенка, но это внутриутробный там выкидыш, допустим, был, да. Вот мне идет информация, что она мечтает о ребенке, она очень хочет ребенка, но у нее пока не получилось. Может быть, там по физиологии, по каким-то вот именно таким вот делам, вот по проблемам, именно по здоровью, что-то у нее не срослось. Так, далее смотрим, почему же она не проявляется к вам. Вот знаете, она почему-то считает, что несмотря на то, что она такая вот красивая, сексуальная, манящая вообще для мужчин, почему-то вот она считает, что вы на нее не западете, так сказать. Вот что она не будет вашей. Да, она симпатизирует вам, она влюблена, как бы она бы хотела иметь с вами отношения, да, вот зароманить. Причем у нее есть все данные для того, чтобы с вами зароманить. Как я уже говорила, таких женщин любят. Она умеет общаться с мужчинами, она умеет настолько вот и коммуникацией, общением, она умеет завлекать других. Но вот почему-то она не проявляется, потому что не уверена именно в вашей вот ответной реакции. Давайте-ка уточним, а почему, да, вот что у вас такого, вот, смотрите, что у вас такого, что ее как бы стопорит, да, что ее останавливает проявиться к вам. Смотрите, вот это ваша грусть, печаль, тоска по бывшей, да, вот очень четко видно, вот это ваша грусть, вот это ваша
печаль в глазах. А как я уже не раз рассказывала, что женщины, да и мужчины в принципе, мы очень такие интуитивные, да, некоторые даже эмпатичные существа. Довольно такое распространенное есть понятие, как эмпатия, да, когда ты можешь чувствовать, сопереживать другому человеку, да, когда ты на одной волне с человеком. Она видит, да, что вы сейчас не в том настроении, вы сейчас абсолютно не настроены на новые отношения. Она это видит, она это как женщина чувствует, она очень чувствительна, у нее хорошо развита интуиция. Да, она мечтает о вас, да, она хотела бы, но она на данный момент и в ближайшее время, вот я не вижу, чтобы она проявилась как-то, потому что она, опять же, не хочет быть, ну, посланной далеко и надолго. Ну, это я утрирую, конечно. Ну, просто, знаете, у меня такое ощущение складывается, что вот на вас посмотришь, может быть, у вас выражение лица такое грустное, что женщины как-то вот побаиваются, что ли, вас. Либо же они просто чувствуют и понимают, что ну сейчас, ну нет шансов просто зароманить. Хотя я вам скажу, что вот вокруг вас есть женщины, которым вы нравитесь, это однозначно. У вас есть в окружении такие женщины, но это вот именно ваше выражение лица, либо же манера поведения. Вот она останавливает. Останавливает, причем вот вы, знаете, вот вы абсолютно, я не вижу, чтобы вы были настроены реально на новые отношения. Да, женщины вокруг вас есть. Причем я вам скажу, может быть, даже вы не замечаете, но вот женщины в вашем окружении, они пытаются с вами и флиртовать, они пытаются как-то даже, кто-то, может быть, телефончик пытается всучить вам, да, вот дать как-то, либо же обменяться телефонами. Кто-то пытается глазки строить, улыбаться, моргать там и так далее. Ну, то есть разные вот эти вот женские штучки, женские уловки, да. Но вы вот как будто, вот видите, у вас как будто раздвоение личности идет. И хочу, и не хочу. Вот у вас такое двоякое состояние. Вы еще не отошли. Вот я не вижу, чтобы вы отошли от прежних отношений и готовы вступить в новые. Вот с этой дамой вы легко могли бы и зароманить. И вообще у вас могло все в шоколаде быть. Она шикарная женщина. Да, у нее, конечно, такой жестковатый немного характер. Непростой. Сюсюкаться она однозначно не будет. Но вот именно из-за вашего внутреннего состояния, из-за того, что на вас посмотришь и все, и уже ничего не хочется, ну, я имею в виду внешне, да, вот именно ваш настрой. То есть женщина почувствовала, вот вы понравились, она почувствовала, что все, либо же увидела ваше выражение лица, ваши потухшие печальные глаза, и все, и она уже ничего не хочет, потому что, ну, как бы и мужчины, и женщины, никто не хочет быть униженным, да, вот, что тебе отказали, с тобой не захотели, ну, никто не хочет в этой роли быть, когда тебя просто культурно пошлют, да, скажем так. Поэтому вот такая у вас есть поклонница. Давайте-ка уточним, будете ли вы с ней еще пересекаться или же нет. Да, вот вы будете пересекаться, вы еще будете с ней общаться. Она периодически с вами, ну, состыковываетесь вы, да, я буду держать интригу, я не буду говорить, где вы, но вы пересекаетесь с ней, просто анализируйте, думайте, пишите в комментариях, да, может быть, она похожа на кого-то из вашего окружения, но вы будете пересекаться, она будет всячески, вот чуть позже она будет пытаться вот с вами уже более открыто флиртовать, эта женщина, вот она будет через какое-то время подавать вам вот эти вот женские маленькие сигналы. Либо же, знаете, вот подмигнет, улыбнется, либо же там намекнет навстречу, да? Потому что вы с ней общаетесь, вы периодически общаетесь, но вы как слепой котенок, вы сейчас не знаете, что делать, куда бежать и как жить дальше. Поэтому она очень осторожно так будет входить в вашу жизнь. Вот она тоже, знаете, как будто вот она тоже оденет с вами маску. Вот она оденет маску такого своего рода безразличия и в то же время какой-то маленькой симпатии. То есть она не покажет вам свои настоящие чувства, пока вы не
ну, немного не отойдете, наверное, от ваших вот этих вот переживаний, страданий, вот, потому что она не хочет, чтобы отказ ей был, понимаете? Вот она будет так по крупицам флиртовать, как-то заигрывать, может быть, там намекать на что-то, да? А вы уже улавливаете вот эти моменты, потому что, ну, в открытую она не подойдет. Она тоже, она переживает, она не хочет вот в таких вот в траурных мыслях быть, да, и в траурных чувствах, что тебя культурно послали. Это никому не хочется. Поэтому смотрите, с этой женщиной у вас есть много шансов зароманить, построить отношения. Она шикарная, эта женщина потрясающая. Начиная от внешности, заканчивая умом, интеллектом, ну, всем, фигурой, да, то есть у нее все со вкусом, все подобрано, она умеет все. Поэтому это уже дальнейшее, вот дальнейшее ваше общение, либо же отношения состоятся или нет, это уже полностью будет зависеть от вас, от вашего вот внутреннего состояния, от вашей внутренней готовности, открытости к новым отношениям. Потому что, как я уже не раз говорила, любой человек должен быть готов к отношениям после разрыва. Вот должна быть именно внутренняя готовность, пока вы не готовы. Когда вы откроетесь, да, это будет заметно и по вашему выражению лица, и по вашим глазам. Вы начнете оживать, глаза будут как-то, ну не то чтобы, я не могу сказать, что они будут сиять от счастья, да, потому что пока счастья я у вас не вижу. Но вот будете вы, знаете, источать такую энергетику, которую будут улавливать женщины. Вот те самые флюиды, которые говорят о том, что вы открыты к знакомству, к новым отношениям. И поверьте, женщины это все четко уловят. Поэтому, ребята, побыстрее я вам желаю отойти вот от вот этих мрачных мыслей, разобраться наконец-то в себе, в своих чувствах, что вы хотите, с кем вы хотите быть, да? Потому что я вижу, некоторые из вас мечутся, просто реально мечутся. И хочу бывшую, и не хочу, и хочу забыть, как кошмарный сон. Ну, то есть у вас такой вот хаос. Вот, наверное, вот это будет самое правильное слово. Хаос в душе и в мыслях. Поэтому поскорее разбирайтесь в себе, в своих мыслях, чувствах, вообще в своей жизни. Поставьте себе цели. Можете себе структурировать какие-то задания, либо цели маленькие. Да, вот завтра я должен сделать то-то. Достигли, все, молодец. Послезавтра я должен сделать то-то и то-то. Можете даже это прописать. Сделали, потом вычеркнули. И вам будет намного проще как-то, да, вот выполнять свои цели, стремиться к чему-то. Вы все расписали вот четенько, да, что, зачем вы должны сделать, чего вы должны достичь. И это очень хорошо помогает. Вот такие вот дела. Поэтому ждите свою дамочку, которая, она и сейчас вам симпатизирует, но боится вам открыться просто для того, чтобы ее не послали. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!